Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Обращаем ваше внимание, что 25 июня, если вы совершите одну маленькую роковую ошибку, то вы сами себя лишите удачи на целый месяц. О чем это мы говорим далее все более подробно в этом видео. Давайте начнем с того, что 25 июня отмечается народно-христианский праздник День Петра Солнцеворота. И согласно народным приметам и суевериям, именно и этот день считался самым длинным в году, а не общепринятый 22 июня. Потому что именно с этого дня, с этого момента солнце понемногу заворачивало на зиму. Говорили, что на Петра солнце поворачивает на зиму, а лето на жару. Считалось, что в этот день солнце укорачивало свой ход, а луна шла на убыль. В Древней Руси солнце было объектом поклонения. Его воспринимали не только в качестве светила, но и также как всевидящее око Господа Бога, через которое он смотрел на землю. Даже существовала одна легенда, что солнце было всего лишь колесом от колесницы, на которой Илья, пророк, колесил по небу. Также считалось, что солнце на своих крыльях в небе поднимают ангелы. У этого дня, 25 июня, есть несколько и других названий, таких как Петров день, Петр Капустник или просто Капустник. В этот день огородники высаживали уже последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно, например, это могла быть пшеница, овес, а после обеда черное – гречиху. Для гречихи день вообще считался удачным – 25 июня. Еще одно прозвище Петра 25 июня было «рыболов». В этот день ходили на рыбалку и готовили самые вкусные блюда из рыбы. Конечно же, главным из них была, уха. Сегодня упоминают Ануфрия или Петра по церковному календарю. Больше 50 лет он жил отшельником в Афонских горах, поэтому получил прозвище Афонский. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Уха, конечно же, была главным блюдом. На юге в суп любили добавлять помидоры, а на севере – молоко. Народные приметы о многом могли рассказать в этот солнечный день. Так красная ягода поспеет, если солнышко в этот день хорошо пригреет. К богатому урожаю будет и обильная роса. Сегодня мог пойти град, если во время дождя тучи будут белые. Хорошая погода порадует нас еще несколько дней, если вечером туман и собирается много росы. День будет ясным, если ласточки в небе высоко летают. Сырой год предвещает большое количество белок в саду. Будет ненастье, если цапли перешли на сухое возвышение. Сегодня была последняя возможность посадить гречку, капусту и огурцы. Иногда в этот день ночью можно было наблюдать заморозки. Как правило, это больше было в северных регионах, но раз на год не приходится, поэтому иногда такое возможно. В этот период хорошо начинали цвести сосны, брусника и картофель. А еще нужно было обязательно обрывать стрелы у щафеля. К Ануфрия заканчивали уже и первый покос сена. На Ануфрия уже начинали сенокос и раннего ячменя, первые жатвы яровых. Запрещено в этот день было ложиться спать до захода солнца, поэтому постарайтесь в этот день посвятить время как можно больше себе. Этот день хорошо подходит и для оценки и анализа ситуации. Скорее всего, вам в голову придет какая-то весьма удачная идея, например, по оптимизации режима дня или еще чем-то полезным.
Возможно, ею даже стоит воспользоваться, а вот эмоциональное состояние сегодня оставит желать лучшего. В связи со всем этим основательный отдых в одиночестве будет желанным завершением дня. Поэтому, выбирая, кому уделить время, руководствуйтесь своей интуицией. Она безошибочно укажет вам на человека, который заслуживает вашего внимания. Неплохо сегодня складываются поездки, особенно если вы отправляетесь в дорогу по собственному желанию. Вы сможете встретиться с людьми, чей взгляд на мир покажется вам очень интересным и оригинальным. Сегодня вечером депрессия и отчаяние отнюдь не будут способствовать появлению у вас хорошего самочувствия и укреплению вашего драгоценного здоровья. Улыбайтесь хотя бы ради благополучия вашего организма. Будьте сегодня и осторожны при интенсивных занятиях спортом. Из-за больших нагрузок могут возникнуть судороги в мышцах. Возможно, вам сегодня не стоит пытаться побить очередной рекорд. Не дайте тяжелым мыслям поглотить вас, потому что они отнимают вашу энергию, не дают вам сосредоточиться на светлом и радостном и просто получить удовольствие от этой замечательной жизни. Вашему здоровью это на пользу, к сожалению, не пойдет. Положитесь сегодня на судьбу, пусть все события завиваются непроизвольно. Спокойно воспринимайте происходящее. Также сегодняшний день подходит для решения вопросов, связанных с ремонтом или переездом. Сегодня можно покупать строительные материалы, мебель, бытовую технику. Сегодня вероятны поездки, в том числе и незапланированные. Они будут очень удачными, но время отнимут у вас немного больше, чем вы предполагали. А вот флирт и новые знакомства вас тоже сегодня удивят, порадуют и будут успешными, хотя успешность их дальнейшего развития находится все-таки под большим вопросом. Вечер хорошо подойдет для новых знакомств, а также для посещения мероприятий, где вы сможете встретить и найти общение с новыми людьми. Сегодня, возможно, ссора с человеком, которого вы любите и уважаете. Нежелательно сегодня выяснять отношения, осуждать какие-то отвлеченные вопросы и вести философские беседы. Не всегда можно достичь взаимопонимания. Есть опасность поссориться с близкими людьми из-за того, что на самом деле не важно ни для вас, ни для них. У любых союзов, которые складываются сегодня, перспективы самые благоприятные и даже сегодня может быть хорошее продолжение. Так что если в ваших планах есть создание семьи, тогда стоит двигаться в данном направлении. Здоровью сейчас ничто не угрожает, кроме как незначительной простуды, поэтому держитесь подальше сегодня от кондиционеров. Физическая активность поможет вам поддержать в норме ваше здоровье. В этот вечер постарайтесь не употреблять слишком много жидкости, потому что это может спровоцировать возникновение отеков. Также сейчас вам следует уделить внимание и здоровью ваших почек. Лучше, если вы не будете в этот день поднимать тяжести, потому что излишняя нагрузка таким образом дает моменты на позвоночник. Также, что не стоит пытаться искать отдых от трудовых и интеллектуальных подвигов в физическом напряжении. Здоровье ваше пока не вызывает никаких сомнений. В крайнем случае займитесь йогой, но никак не тяжелой атлетикой. День подходит для визита к стоматологу или для салонных косметических процедур. Побалуйте того, кого вы любите. Имейте в виду, что несерьезность в делах и в поведении не сойдет вам с рук. Также сегодня подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях, сделать шаг навстречу тому, кто вам симпатичен. Сегодня можно признаться в своих чувствах или порадовать любимого человека приятным сюрпризом. Уделите сегодня больше внимания, чем обычно. Сделайте поступок, от которого ваша вторая половинка будет просто удивлена. Поддержите, если это сейчас даже жизненно необходимо. Радуйтесь сегодня жизни, радуйтесь своим близким, детям и любимым. Находите время для отдыха и на природе, для прогулок и занятий спортом. Лето в самом разгаре. Впереди еще столько интересных и безумных планов.
Помните, то, что 25 июня, возможно, что-то у вас не получается, вы расстроены, знаете, до конца лета все устаканится и все будет хорошо. Любите свою жизнь и себя, и тогда все ваши недоразумения и трудности вам будут нипочем. Также обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя надевать темные вещи, иначе солнце может обидеться и напустит на землю ливневые дожди, которые зальют посаженное, а это приведет, соответственно, к неурожаю. Также сегодня беременным нельзя давать кому-либо гладить свой животик, даже близким людям, по народной примете, иначе ребенок родится слишком доверчивым, из-за чего в жизни у него могут быть определенные проблемы. Также в день Петра Солнцеворота 25 июня было плохим временем для того, чтобы ребенок засыпал на чужой подушке. В этом случае к нему будут часто заглядывать ночные страхи. Если же такой участи просто нельзя было избежать, следовало, прежде чем ложиться на подушку, под ней разместить камушек, золу или маленький уголек, потому что это таким образом помогало отпугнуть нечистую силу. Также обращаем ваше внимание, 25 июня нельзя косить траву, иначе можно на косе принести в дом темную силу. Также в этот день, 25 июня, наши предки не рекомендовали приобретать корову, потому что согласно народным традициям и верованиям, крупный рогатый скот, получив в этот день нового владельца, долго не проживет у него. Мог в лесу заблудиться, заболеть или, как вариант, стать добычей вора. Также спать сегодня днем, 25 июня, не стоит, иначе это головным болям. Неудачный сегодня день и для посадки деревьев и цветов. Также обращаем ваше внимание, что в ночь на 25 июня нельзя ложиться спать до полуночи, иначе планы на будущее так и не будут реализованы. Зато если произнести задуманное уже после 12 часов ночи вслух, оно обязательно воплотится в жизнь. Вот, друзья, такие вот народные приметы, которые передавались нам от наших предков. И сегодня мы их вам озвучиваем, а значит, вы сможете использовать их во благо себе. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной информации. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже в следующем видео.